Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она притихла? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Конечно же, пишите побольше комментариев для продвижения канала. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ух ты ж, ё-ё-ё. Ну, здесь однозначно идет потеря семьи, потеря отношений человека, который столько боли доставил в вашей жизни. Это потеря человека, знаете, о котором, вот честно говоря, я бы не советовала даже страдать и тосковать. Понятно, что, конечно, это больно, это обидно, но это женщина, которая кроме как себя никого в этом мире не любит. Вот эта дама, которую вы потеряли. Вот посмотрите, у нас очень четко идет. И по Луне, да, и по тузу Пентаклей, кто разбирается хоть немножечко в Таро, да. Это женщина, которая, ну, она всем своим нутром, всем естеством, она ориентирована только на деньги, на подарки, на красивую жизнь. Она очень лживая, она очень скрытная. Помимо того, она может обладать какими-то магическими способностями еще. Причем она их использует по жизни, ну, не во благо, так скажем, да, вот с какими-то ну, своими грязными штучками, так скажем. Вот именно здесь идет черная магия. Из-за этой женщины вы стали одиноким. Из-за этой женщины вы потеряли в каком-то смысле смысл жизни, да? Тавтология такая немножечко, но тем не менее, вот вы потеряли смысл жизни из-за нее. У кого-то сейчас это проигрывается ситуация, у кого-то она уже в прошлом. Кто меня смотрит, знают, что я стараюсь говорить разные варианты, потому что разные мужчины с разными судьбами и сроками, так скажем. Сроки расставания у всех разные. Вы человек, который, знаете, вот вы в душе все-таки, ну, не совсем выросли, так скажем, да. Вот есть какие-то нотки ребячества, дурачества, так скажем. Это проигрывается особенно, знаете, вот это то ли самые близкие люди, самые близкие друзья, да, вот как, ну, по-пацанячи так, да, вот вы можете поприкалываться, подурачиться, поподкалывать друг друга. Кому особо повезло, вы можете с женщиной, да, либо же это было в прошлом, могли, либо же сейчас, вот кто с женщиной еще находится, можете дурачиться с ней. Но опять же, я вот немножко остановлюсь на тех, у кого сейчас еще есть токсичные отношения, кто живет, либо встречается, да, с женщиной. Потому что, понятно, меня смотрят разные люди. Я хочу обратить ваше внимание на то, что те, кто из вас сейчас находится в таких отношениях, вы знаете, вы уж меня простите, но лучше бы таких отношений не было. Вы изматываете себя, вы изматываете свою женщину, да, у вас такое взаимное изматывание. Это дорога в никуда, эти отношения, но они обречены априори, они ничем хорошим не закончатся. Эти отношения, в которых вы оба чувствуете себя одинокими, ну просто... Вот вы пытаетесь сохранить по какой-то причине семью, либо же отношения. Кто-то ради детей терпит, да, кто-то, чтобы не менять машины, квартиры, чтобы дележки это не было. Вы пытаетесь как-то вот сохранять эту иллюзию семьи. На людях, да, вы можете показывать, вроде бы у вас все хорошо, но на самом деле совсем нехорошо. На самом деле домой не хочется идти, не хочется ложиться в постель, либо же даже вы спите в разных комнатах. Поэтому, знаете, вот те, кто из вас сейчас меня вот слушают, кто стоит, может быть, перед дилеммой такой, уйти или остаться, что делать дальше, да, может проигрываться такой момент, что не хочется вообще это все продолжать, но как-то не решаетесь сделать этот шаг. Ну, я бы вам посоветовала, чем раньше, тем лучше. Не то, что уходить с этих отношений, а убегать. Вы тратите, помимо того, что свое драгоценное время теряете, которое вы никогда не вернете, ни за какие деньги не купите. Время – это самое ценное, что есть у нас в жизни. Время, ну и здоровье, конечно же. Поэтому, ну, находиться в отношениях, в которых вы абсолютно чужие друг другу, в которых вы, ну, как два соседа живете, вот,
абсолютно я бы не хотела, чтобы такие отношения продолжались. Но это мое мнение, да, я, конечно же, не могу никого заставить. Я свое мнение вам сказала. Чем дальше, вы будете хуже себя чувствовать. Вот как-то так. Поехали дальше. Ребятушки, что еще у вас происходит в жизни? Давайте быстренько посмотрим сейчас. Заработок идет. У вас сейчас такая, знаете, как наболевшая тема. Зарабатывание денег. Почему-то может проигрываться, что какая-то нехватка денег может быть у некоторых из вас. Это может быть связано либо с какой-то покупкой дорогостоящей. Это может быть связано с тем, что кто-то из вас даже, возможно, потерял работу. Потому вы остались, ну так, при бубновых интересах и, естественно, с денежными проблемами. Здесь у кого как проиграется. Но, тем не менее, смотрите, меня что радует, вы не теряете надежду на то, что все равно вы, даже те, кто потеряли, допустим, работу, вы не теряете надежду на то, что вы легко заработаете, потому что, в общем-то, ну, вы такой товарищ рукастый, да, вот вы умеете, там, может быть, смастерить что-то, вот эти вот строительные какие-то профессии, ну, то есть вы вот этими всеми мужскими делами вы владеете. Знаете, вот есть, как говорится, даже такие объявления «муж на час». Вот если кто не слышал, это я серьезно сейчас говорю, не шучу. Есть такие объявления, что ну реально вот одинокие женщины дают объявление, когда им что-то нужно отремонтировать, там что-то по дому сделать, да. Поэтому мужчины подрабатывают таким образом, приезжают, да, вот как девочки по вызову, это мужчины по вызову, только они вот мастерят что-то там, знаете, вот эти все такие сантехнические работы, кому-то, может быть, полочку прибить, там люстру повесить, ну, в таком плане, по мелочевке, но все равно подзарабатывают. Ну и, конечно же, таким образом можно еще и познакомиться с одинокой женщиной. Кстати, это вам маленький лайфхак. Дайте объявление, что вы, ну, типа муж на час, да, вы оказываете вот такие ремонтные услуги. И убьете 2 зайцев. Так, смотрите, еще что хочу сказать. Ну, такой не очень, конечно, приятный момент. Много лжи было в вашей жизни. Давайте посмотрим, с чем это связано, вранье. Конечно же, это связано с женщиной. У некоторых может проиграться даже вот не одна у вас женщина была. Вот как-то у вас так повелось в жизни. Почему-то вот добро наказуемо. Вот реально, добро наказуемо. Вот как-то манипуляторши вам все по жизни попадаются. Лживые манипуляторши. Напишите в комментариях, есть такие моменты. Причем женщины вот вам попадаются, и, кстати, я вот заметила в раскладах, как-то вот все чаще у нас выпадает то, что женщины владеют, либо же ходят к магам. То есть вот тема магии, эзотерики, вот она как-то все больше процветает. Все больше ее используют, и хорошо, если ее используют во благо, да, но очень большой расцвет сейчас черной магии, к сожалению. Поэтому, ребятушки, кто, я уже говорила как-то в своих раскладах, если у кого-то есть желание, да, сделать диагностику на наявность черной магии, либо же расклад личный сделать, да, психологическая консультация, может быть, кому-то нужна, то обращайтесь, телефон в этом, господи, ребята, подскажите мне, подскажите. Вот это склероз, да, еще молодая, но уже все. Телефон в описании к видео и в комментариях. Во. 5 минут позора и поехали дальше. Да, совсем что-то я переработала, да, перетрудилась. Уже все, уже мозги отключаются, но все равно продолжаю работать. Я без вас не могу, ребят, без Таро не могу. Как-то вот знаете, несмотря на то, что вы по жизни такой человек, которого... Вообще, ну, укротить вас сложновато. Я не могу сказать, что из вас можно вить веревки. Вот единственное, кому удается вить веревки, это вашим любимым женщинам. Да, у кого-то сейчас, вот если она есть, у кого-то это в прошлом было. Но вот веревки ведь 100%. Вот, да, у нас 10 мечей снова выпадает. То есть женщины, которые ввели из вас веревки, они же вас и добивали. Вот во всех отношениях добивали. Те, кого вы любили, они как-то вот вас все добивают и никак не добьют, потому что вы силач, потому что вы сильный именно духом, да, не только физически.
Именно такой вот душевно, духовно, как угодно. Не так легко вас сломить. Итак, давайте-ка смотреть. Какая же дама пришла к нам на расклад сегодня, да? Почему же она попритихла? Давайте будем разбираться. Ну, это ваша манипуляторша. Ну, кто бы сомневался. Смотрите, это пришла женщина, которая вам изменила, скорее всего. Но здесь рыльце в пушку 100%. Это ваша манипуляторша. Это женщина, которая сломала вам жизнь по полной программе. Причем она могла вот ее ломать, знаете, вот как-то целенаправленно. Вот что-то ей не понравилось, и она, знаете, вот такое ощущение, что решила вот как будто в каком-то смысле вот вас уничтожить. Это было раньше. У кого-то может проиграться, пыталась уничтожить с помощью магии. Ужасное слово, да, вот это, которое я говорю, не люблю я его. Но тем не менее. Здесь такое какое-то дилетантское отношение, вот знаете, то ли к ритуалам. Вот человек, к которому она обращалась, ну, здесь не на 100% это все сработало, вот то, что она вам делала. Могло проиграться единственное, что вы плохо себя чувствовали, да, вот в какой-то период. Могло проиграться, что у вас пошли проблемы по работе, либо же еще какие-то вот ощущения странные были, да, вот это такая недоделанная магия, да, вот недоделанный ритуал, я даже не знаю, как это назвать, да, ну такое что-то, серединка на половинку, то есть оно не сработало в полной мере, поэтому оно ударило не туда, куда она хотела. Плюс еще ваша сильная энергетика, да, вот ваша энергетика – это ваша защита в некотором смысле. Плюс у вас еще есть довольно сильный ангел-хранитель, это ваши предки, да, вот которые уже ушли, которые на небесах. Это женщина, которая с вами кровно связана, это мамы, бабушки, тети, там, ну то есть такие вот довольно близкие люди вам. Это ваши своего рода ангелы-хранители, и которые тоже вас оберегают. Далее, что еще? Ну, то, что манипуляторша, я уже сказала. Любимица подарочков, любимица красивой жизни, это да. Любимица попрыгать по жезлам, это тоже. Вот она, знаете, она, как я сказала в начале расклада, никого кроме себя не любит. Ну и, конечно же, кроме денег. Ну как же без них любимых? Это женщина, которая, знаете, она в свое время, вот она прыгала по жезлам, она даже не задумывалась, вот мужчина женат, не женат. Она не задумывалась вообще, вот разрушает ли она чью-то семью, понимаете? Вот такие моменты, ну то есть как будто у нее нет вообще ничего святого в этой жизни. Но сейчас у нее... ну, такая вот жопонька, как я это называю, так. И то я пытаюсь культурно, деликатно это назвать. У нее был как-то мужчина, это уже после вас был мужчина, ну, на которого она имела очень такие большие, серьезные виды, да, вот, может быть, даже она жить с ним хотела, не просто романы крутить. Ну, этот мужчина сделал ей своего рода обраточку, он ей разбил сердце, он ей изменил. Когда-то она вам изменила, а теперь он ей изменил, она осталась с разбитым сердцем, она осталась с этой изменой, и она осталась, ну, в полном недоумении. Вот как это? Ей такой богине, королевишне, да, вот такой вот распрекрасной, и вдруг ей разбили сердце. Она этого никак не ожидала. Далее. Она, знаете, она стала все больше замечать, что как-то кавалеры после этого в ее окружении поубавились. Вот если раньше она как-то вот чаще меняла мужчин, она могла, ну так с легкостью, знаете, вот динамить их, отфутболивать, она могла вот поматросить и бросить. Вот она видела, что мужчина ей не очень подходит, да, она могла с легкостью расставаться. Использовала и выкинула, там, использовала и заблокировала в телефоне. Ну, то есть, а сейчас вот абсолютно я в ее окружении, вот я не вижу даже претендентов, ну, просто покуролесить с ней. Это, конечно, печалька. Она, вот знаете, она попритихла. Почему она попритихла? Давайте смотреть. А потому что она осталась одна. Она притихла, потому что она не знает, что ей делать, да, вот как-то у нее сейчас такое смятение чувств.
Немного так корона начинает слетать у нее. Вот ее корона, она так, ну, сползает, да, вот сама по себе, либо же и эти бывшие мужчины потихонечку сбивали. Вот она сейчас немножко, ну, я бы сказала, наверное, даже немножко не такая стала. Поменьше уверенности, поменьше вот этой спеси, которая была, да, вот эту спесь ей очень быстро сбили, вот ее вот эти партнеры, жезлы, как угодно их называйте. Плюс ее не очень хороший характер тоже играет немаловажную роль. Как вы знаете, что для мужчин тоже важно, помимо внешности, важно, какой характер у женщин, да? А тем более, если это какой-то, ну, проходящий мужчина, тем более, если это даже не муж, а просто, ну, роман с мужчиной, любовники, да? Но никогда не будет мужчина такой, который временный, терпеть несносный характер. Но я думаю, вы согласны со мной? Вот напишите в комментариях, будете вы терпеть, вот просто встречаясь с женщиной, вынос мозга, скандалы, конфликты, придирки, да, ну я уверена, большинство из вас, ну не станут такое терпеть. Ну да, может быть, там немножечко потерпите ради внешности, ради постели, да, а потом все равно пошлете. Ну, то есть у нее сейчас такой абсолютный период затишья вот в личной жизни. И она немного так поприсела, да, вот поубавилась вот эта ее надменность, поубавился ее такой вот надменный тон в отношениях, ну, вообще в общениях с людьми, да, не только в отношениях. Ее жизнь сейчас так начинает хорошенечко трепать. Плюс она очень завистливая. Вот у нее есть, знаете, это то ли подруга, то ли сестра. Вот есть какая-то женщина, ну, приближенная к ней, которой она довольно сильно завидует. Это и внешность может быть. Это зависть, потому что эта женщина имеет, ну, либо же стабильные отношения, стабильную семью, да, чего не скажешь о вашей бывшей. Она ей завидует. Она может, знаете, даже какие-то вот палки в колеса, даже по мелочевке ей делать. Какие-то пакости мелкие может делать. Я не удивлюсь, если она даже вот применит какую-то магию, чтобы забрать удачу у этой женщины. То есть, понимаете как? Ну да, это с прошлым связано. Скорее всего, они либо же дружат давно, ну то есть они давно знакомы. И здесь такая сумасшедшая зависть. Здесь зависть просто. Вот она готова эту женщину, ну просто... Я даже не хочу вот эти слова негативные, плохие говорить, да, ну свести ее, так скажем. Она, знаете, вот еще что... Она абсолютно растеряна, потому что она теперь не знает даже вот как с мужчинами, какую гнуть линию. Вот у нее будет в дальнейшем вот еще наклевываться один мужчина, то она с ним уже не будет себя так вести. Вот не будет. Будет, знаете, то ли немножко язычок так попридержит, то ли не будет той самоуверенности, той наглости. Она такая с наглецой дамочка. Вот она будет теперь в отношениях очень и очень осторожная. Давайте все-таки посмотрим, получится что-то у нее с этим. Нет, не получится. Но это все. Это бумеранг стопроцентный. Ничего у нее не получится. Это будет очередной такой жезл ее по жизни. Очень-очень временный и короткий. У нее обратка пошла. Кармическая отработка стопроцентная. Вот она останется. Вот такая вот, знаете, вот как вот эта вот восьмерка мечей. Вся такая вот как будто ограниченная, да, вот связанная. Она неприступная для мужчин останется. Она вот, конечно же, это будет с помощью каких-то вот кармических таких блоков, да, с помощью высших сил, которые всегда сделают так, что человеку бумеранг ударит очень сильно. Она будет просто спрятана от мужчин. Ну, спрятана не в прямом смысле слова, да, а вот высшие силы так сделают, что она не сможет устроить еще долгое время ни свою жизнь, да, она не сможет ни замуж выйти, ни серьезные отношения, ничего. Поэтому ей нужно, знаете, ей нужно не то, что ходить грехи отмаливать, я даже не знаю, как ей каяться нужно перед всеми святыми, перед вами, перед всеми, кого она обидела, перед, ну, кем только можно.
Поэтому здесь однозначно не до спеси какой-то, здесь не до короны уже, потому что она абсолютно одинокий человек. Она ставит палки в колеса вот всем людям, которые лучше нее, да, которые, ну, даже знаете, вот это такая женская зловредность, что ли. Вот даже пусть какая-то ее приятельница, да, возьмем во внимание, внешне просто лучше. Она этого не перенесет. Нужно какую-то пакость сделать, нужно какую-то гадость даже подумать, вот какой-то такой негативный посыл послать, да, вот сделать такой посыл. Я не говорю, что это там проклятие. Ну, то есть вот эта энергия, постоянная зависть, постоянная злость такая, вот она ей идет как обратка. Почему я всегда говорю, прежде чем что-то сделать, либо же подумать, да, сказать, всегда подумайте про обратку, которую вы получите. Многие люди, к сожалению, не задумываются о последствиях, поэтому получают свои бумеранги, потом удивляются, а что же их так жизнь наказывает. А это обраточка, всего лишь обраточка. Поэтому вот, ребятушки, она так попритихла, спеси поубавилась, неизвестность такая перед ней стоит стеной. Ну, совершенно ее не жаль как-то, вот если честно. Вот таких мне совершенно не жаль. Да и думаю, и вам особо такие не нужны. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!